Привет, друзья! С вами проект Power Device. В этом ролике я хочу поговорить о лаунчерах Xiaomi, то есть о системных оболочках. Если быть конкретнее, то на Xiaomi вышел вот такой лаунчер под номером 439.14.82.19. Многие пользователи Xiaomi про этот лаунчер говорят, что он несет некоторые интересные обновления. В частности, это улучшенная работа вашего телефона, а именно меньшее потребление оперативной памяти, а также улучшена плавность и быстродействие. Про все это пишут на форумах и говорят, что это работает. Я, как всегда, со своей стороны решил все это проверить с доказательствами. А если быть точнее, я все это уже проверил, данный лаунчер я тестирую уже несколько дней, и у меня есть что вам показать и рассказать о нем. Есть ли у него действительно улучшения? Также в этом видео я расскажу вам, какой лаунчер лучше всего подбирать на ваши телефоны и как это сделать, по каким критериям. Поэтому обязательно досматривайте ролик до самого конца, будет интересно. Посмотрев этот ролик по шагам, вы сможете сделать на своем телефоне то же самое и подобрать себе хороший лаунчер. Для чистоты эксперимента мне понадобится удалить обновление моего лаунчера. То есть я сброшу обновление лаунчера до заводских параметров. Но сперва перед этим обязательно зайду в настройки о телефоне, резервирование и восстановление, мобильное устройство, снимаю галочки, открываю другие данные, выбираю системную оболочку, создать резервную копию. Теперь я легко смогу восстановить все свои виджеты и иконки в первоначальный вид. Теперь иду в настройки, приложения, все приложения, 3 точки, показать системные приложения, пишу системная оболочка, захожу в нее и удаляю обновление. Теперь мой рабочий стол обнулился, и если мы снова зайдем в настройки приложения, системная оболочка, то я увижу, что мой рабочий стол под номером 439.7.62.83. Получается, что это номер рабочего стола, который создан именно для моего телефона в заводских параметрах. Друзья, вот с таким родным лаунчером первое, на что стоит обратить внимание, это то, как быстро и плавно открываются приложения. Вот таким образом. Видите, приложение открывается и откликается без задержки. Никаких проблем. Это обязательно нужно запомнить. Далее я иду в приложение «Безопасность», нажимаю шестеренку, ярлыки для общих действий, и вот здесь активирую глубокую очистку. Теперь у меня появился вот такой ярлык для глубокой очистки, он нужен нам для чистоты эксперимента. Далее на рабочем столе я делаю щипок, захожу в настройки, еще, активирую галочку «Показывать состояние памяти». Далее нажимаю глубокую очистку, этот ярлык максимально освобождает оперативную память. Теперь смотрите, если я вызову меню недавних, вот здесь будет написано, сколько оперативной памяти нам доступно. В данном случае у меня это 4,4 гигабайта. Сейчас, как вы поняли, ни одно приложение у меня не запущено. И если мы еще раз будем открывать и закрывать меню недавних, то оперативная память может изменяться. Это допустимая норма на Xiaomi. Меняется она в небольшой погрешности. Далее, что я делаю? Например, открываю Play Market, жду, пока он прогрузится. Далее открываю YouTube, жду, пока он прогрузится и начнет запускаться первое видео, сворачиваю его. Далее открываю вот такое приложение, которое мониторит оперативную память. Смотрите, все эти 3 приложения у меня в оперативной памяти на фоне. Xiaomi показывает, что доступно 4,2 гига. Можно еще раз повызывать меню, эти параметры могут немного меняться, это нормально. Уже доступно 5,1. Откроем монитор, 4,4 гигабайта. То есть, друзья, мы уже знаем, что наш телефон Xiaomi с родным лаунчером, который устанавливается с завода, потребляет вот столько оперативной памяти. А это приложение показывает вот столько. Запоминаем эти цифры. Что я делаю дальше? Я устанавливаю этот лаунчер, про который пишут на форумах, что с ним многие Xiaomi работают лучше, и оперативки он ест меньше. Вот его номер.
Первое, что начинаем проверять, это открытие и быстродействие приложений. Думаю, здесь все наглядно видно, что приложения открываются совсем не так быстро, как с родным лаунчером. Пока что на этом моменте мы не будем заострять внимание, но вернемся к нему немного позднее. Он окажется одним из самых главных параметров. Далее делаю все то же самое, что и с предыдущим лаунчером. Очищаю оперативную память. Открываю Play Market, он прогружается. Открываю YouTube, прогружаю его. Жду, пока запустится первое видео. Сворачиваю его. Далее открываю мониторинг оперативной памяти. Здесь мы видим примерно такой же параметр, это сколько занято оперативной памяти. Открываем меню недавних, доступно 4,3 гигабайта. Попробуем открывать меню недавних еще раз. Посмотрим, как эта цифра будет меняться. Она не меняется. Итак, смотрим, какие у нас параметры с этим лаунчером. Таким вот образом, друзья, мы определили, сколько оперативной памяти расходует наш телефон. А если быть конкретнее, то сколько оперативной памяти использует тот или иной лаунчер. Получилось плюс-минус одинаково, и даже родной лаунчер, как вы видели, потребляет немного меньше оперативной памяти, что неудивительно. Именно с этим новым лаунчером такой эксперимент я проводил на всех своих телефонах Xiaomi. Был один и тот же результат, родной лаунчер лучше. Также, друзья, отмечу вот этот момент, когда вы устанавливаете какой-то лаунчер, если у него плохо открываются приложения, не так быстро, как с родным, то этот лаунчер, скорее всего, на вашу модель телефона не подходит. По своему опыту скажу, что этот критерий один из самых важных. Это еще не все, друзья. Вы также должны понимать, что, например, вот этот лаунчер, про который говорили, что он ест меньше оперативной памяти, возможно, подойдет под какие-то модели Xiaomi. В таком случае я, конечно, все равно очень сомневаюсь, что он будет есть меньше оперативной памяти. Но, возможно, открытие приложений, тем более если у вас HyperOS, будет быстрее. Также сейчас покажу реально один крутой лаунчер, который выходил из самых последних. Он очень плавно открывает приложения и подходит на большинство телефонов Xiaomi. Этот лаунчер, о котором я говорю, под номером 439.14.7680. Если что, оба этих лаунчера, как всегда, оставлю в своем телеграм-канале. Ссылка будет в описании, не забудьте на него подписаться. Там я оставляю много полезного и интересного. Также стоит упомянуть еще об одном лаунчере, я его называю исключением. Он подойдет вот на этот телефон Redmi Note 10 Pro, но и не только на него. Сейчас о нем быстро расскажу. Ну а я пока на свой телефон на постоянную основу установлю вот этот лаунчер, про который я вам уже сказал, 7680. Если что, друзья, перед установкой обязательно удалите старые обновления. Зайдем в приложение, все приложения, все та же системная оболочка. Удаляя обновление. Дело в том, что если на вашем телефоне будет установлена другая системная оболочка выше, чем этот номер, то данная системная оболочка может не установиться. Как показывает практика, не всегда, когда эти цифры выше, это лучше. То есть более старые лаунчеры могут быть намного лучше, чем новые. Далее в резервирование и восстановление, мобильное устройство, я нажимаю «Восстановить», системная оболочка, восстанавливаю. Пожалуйста, после всех экспериментов я полностью восстановил свой рабочий стол. Также, друзья, отмечу, если он у вас неправильно восстановился, зайдем вот в эти настройки, во всем будет виноват вот этот пункт «Не показывать текст». Здесь нужно поставить везде, тогда у вас появится сетка 4/7 и еще раз восстановите свой рабочий стол, тогда будет все хорошо. Далее, друзья, я говорил, что упомяну еще об одном лаунчере. Смотрите, если я на своем телефоне Xiaomi Redmi Note 10 Pro зайду в виджеты, то у меня открываются вот такие виджеты. Это стандартные виджеты Android. Также, если я сделаю щипок, настройки, еще, у меня здесь нет параметра -1 экран. Эта функция есть, например, здесь. Вот она. На этом телефоне некоторые виджеты из ленты виджетов я не могу помещать на рабочий стол. Но если я установлю вот такой рабочий стол, системную оболочку, она вот под таким номером. Теперь я делаю щипок, виджеты, и у меня уже открывается вот такая лента виджетов. Например, нажимаю «Добавить этот виджет», и он попадает у меня на рабочий стол.
На этот лаунчер также ссылку оставлю в описании. Друзья, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, на мой YouTube канал. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, постараюсь помочь. Желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.